Друзья, всем привет! Смотрите, вот вам предложение. Погода была холодной и... Какое слово будет следующим? Ну, наверное, пасмурный, может быть, серой. Оба варианта абсолютно нормальные, звучат по-русски. И ни один читатель в мире, включая вас, никогда не увидит разницу между этими двумя вариантами. Так вот, именно в этом зазоре, именно в этой разнице между двумя словами «пасмурный» и «серый» с августа этого года живет водяной знак Клода. И самое странное в этом водяном знаке то, что в текст вообще ничего не добавляется. Ни одного лишнего символа, ни одного невидимого пробела, ни одной скрытой строчки в метаданных. Вы можете копировать текст, вставлять его в блокнот, прогнать через 3 конвертера, перепечатать руками в другом редакторе, и знак останется на месте. Потому что знак — это не то, что вписано в текст. Знак — это то, какие именно слова были выбраны. Сегодня мы с вами разберем эту историю целиком. Как это устроено на уровне математики. Я обещаю, что объясню каждое слово, даже если вы вообще далеки от технологий, потому что это не инициатива компании, это прямая законодательная обязанность. Где метка ломается, а ломается она очень в неожиданных местах, мы тоже про это поговорим. Ну и главный вопрос, можно ли теперь доказать со стопроцентной уверенностью, что текст написал ИИ? Сразу скажу, что нет, невозможно. Но обо всем по порядку. С вас подписка там внизу, лайк, какой-то осознанный комментарий. Это реально помогает видео добраться до людей, которым важна и интересна эта тема. Ссылки на пруфы и материалы в бесплатной телеграм-группе. Теперь погнали. Начнем с вопроса вообще зачем это? Потому что здесь очень частое заблуждение. Люди думают, что компании сами придумали помечать свои тексты, то ли из благородства, то ли чтобы за нами следить, но на самом деле вообще ни то, ни другое. 2 августа 2026 года в Евросоюзе вступило в силу требование. Если вы поставляете на европейский рынок генеративный ИИ, вы обязаны помечать сгенерированный контент машиночитаемым способом. Под кодексом практики по прозрачности и контента подписались около 190 участников, включая Anthropic. И включая всех остальных, имена которых вы точно знаете. То есть это не фича, это compliance. И вот здесь первый нюанс, который меня зацепил. Anthropic прямо пишет: мы включаем водяной знак глобально, не только для Европы, для всех. Почему? Потому что у нас пока нет надежного способа разграничить это по регионам. То есть европейский закон по факту стал мировым стандартом. Неважно, где мы сидим с вами, в Москве, в Варшаве, в Сан-Паулу, в Джакарте. Текст, который вы получаете от модели, помечен. Европа приняла закон, а живет теперь по нему вся планета. Хорошо, теперь самое интересное. Как эта штука вообще работает? Чтобы понять, как это работает, проще всего сначала понять, чем это точно не является. Потому что в интернете под словом «водяной знак» ходят 3 совершенно разных вещи, и их все время путают. Первое, чем это не является, это не невидимые символы. Знаете, была такая история, якобы нейросети вставляли в текст спецсимволы нулевой ширины, такие невидимые закладочки между буквами. Вот это точно не оно. Такие штуки, во-первых, ловятся элементарно, во-вторых, убиваются простой вставкой без форматирования. Антропик прямо говорит: в текст не добавляется ничего, скрытых символов не будет. Второе, чем это не является, это не метаданные. Метаданные — это когда к файлу приклеена бирочка с информацией. Такое тоже есть, мы про это отдельно поговорим ближе к концу. Потому что для картинок используется именно этот механизм, но для текста нет. Текст бирочку не носит. И третье, чем это не является, это не анализ стиля. Все эти детекторы и текстов, которые смотрят на повадки модели, там, допустим, любовь к определенным конструкциям, к слову «однако», ну и так далее, про них мы еще поговорим, там отдельная драма. Но водяной знак принципиально другая история. Он не гадает по почерку, он проверяет по ключу. А теперь, что же это на самом деле есть? И чтобы это понять, нам придется на минуту залезть внутрь модели. Спокойно, больно не будет, я все объясню. Нейросеть не пишет текст так, как его пишет человек. Она не держит в голове абзац целиком. Она генерирует по одному кусочку за раз. И на каждом шаге у нее, по сути, происходит маленькое голосование. Модель смотрит на все, что уже написано, и прикидывает: а что тут может быть дальше? И получает список кандидатов с оценками. Пасмурный, из примера выше, это очень вероятно. Серый — это тоже очень вероятно. Ну, а какой-нибудь сахарный, ну, теоретически, конечно, возможно, но вероятность там где-то на уровне статистического шума. И вот дальше ключевой момент. Когда у модели 2-3 кандидата примерно одинаково хороши, кто решает, какой из них взять? Случайность. Буквальный генератор случайных чисел. Модель кидает кубик. Именно поэтому, кстати, если вы зададите один и тот же вопрос 2 раза, вы получите 2 немного разных ответа. Вот эти кубики каждый раз падают по-разному. Так вот, водяной знак не трогает этих кандидатов. Он не заставляет модель выбирать другие слова. Он не делает текст хуже. Он делает одну единственную вещь. Он подменяет кубик.
Вместо честного случайного числа модель теперь берет число, которое вычисляется из конкретного ключа и нескольких предыдущих слов. Выбор по-прежнему выглядит абсолютно случайным, но он больше не случайный, он воспроизводимый. И если у вас есть ключ, вы можете взять готовый текст и проверить. А вот эта цепочка выборов, она похожа на ту, которую сделала бы модель с этим ключом? И если да, вы можете посчитать вероятность, что здесь работал Клод. Давайте я вам сейчас дам пример, который, мне кажется, ставит на место вообще сейчас все окончательно. Антропик сам приводит похожую аналогию, она интересная. Представьте, что вы играете в монополию. Каждый ход игрок кидает кубик и двигается на выпавшее число клеток. Все честно, все случайно. А теперь представьте, что вместо кубика вы взяли книжку с миллионом цифр числа π. Ткнули пальцем в случайное место. Ну, скажем, в 1 020 845 знак после запятой. И дальше каждый ход просто берете следующую цифру подряд. Для игроков не меняется вообще ничего. Цифры π в середине выглядят абсолютно случайно. Предсказывать их за столом невозможно. Игра идет как обычно, никто вообще ничего не замечает. Но если потом взять протокол всех ходов и сравнить их с числом π, можно будет понять. Точно, эта партия игралась по определенной книжке. И эта партия, если хотите, помечена водяным знаком. Вот ровно это и происходит с текстом. Читателю никакой разницы, а тому, у кого есть книжка, полная картина. И тут очень важное уточнение, чтобы не было мифов. Это не значит, что модель теперь всегда будет говорить пасмурно вместо серо. Вообще ничего подобного. В одном предложении она выберет пасмурно, а в следующем серо, потому что выбор зависит от того, какие слова шли перед этим. Это точно не значит, что модель начнет лезть в какие-то экзотические слова. Антропик отдельно проговаривает, что водяной знак не заставит Клод написать, ну, скажем, хмарный. Вот есть такое довольно редкое слово, синоним пасмурного, которое живой человек вряд ли употребит. Метка работает внутри только тех вариантов, которые модель и так рассматривала. Ну, хорошо, скажете вы, качество-то от этого падает? Это логичный вопрос. Мы же все-таки вмешиваемся в то, как модель выбирает слова? Отвечаю. Антропик говорят, что во внутренних тестах не увидели никакого влияния ни на содержание, ни на креативность, ни на читаемость. И тут гораздо интереснее другое исследование, которое делал Google DeepMind, потому что оно поставлено красиво. Они взяли часть живого трафика Gemini, реальных пользователей, и часть из них незаметно посадили на модель с водяным знаком. А потом просто сравнили лайки и дизлайки. Статистически значимой разницы вообще нет. И отдельно был контролируемый эксперимент, где живые люди сравнивали помеченные и непомеченные ответы бок о бок, разницы в качестве вообще не видели. Так, ну а теперь у меня для вас технический блок. Если вы не технарь, не переключайтесь. Будет интересно, я все вообще объясню. Попробую расшифровать все термины, и после этого видео вы будете понимать эту тему лучше, чем 99% людей. Ну а если вы технарь, начинается самое вкусное. Технология называется SynthID. Это разработка Google DeepMind, описана еще в 2024 году, и, естественно, вы правильно понимаете, Антропик использует версию гугловского метода. То есть под капотом у конкурентов здесь примерно одна и та же математика, просто ключи будут у всех свои. Технически SynthID — это то, что называется Logits процессор. То есть сами логи-то — это те самые сырые оценки, которые модель выдает для каждого возможного следующего кусочка слова. Это еще не вероятности, а такие необработанные баллы. Дальше эти баллы превращаются в вероятность и включаются отсечки. Вы, кстати, знаете, как топ-К и топ-П — это когда мы говорим модели, рассматривай самые правдоподобные варианты и никогда не лезь в хвост распределения. Вот здесь принципиальный момент. Водяной знак встраивается после этих отсечек. То есть он вообще не участвует в отборе кандидатов. Мусор уже отфильтрован, экзотика уже выброшена, метка работает только среди финалистов. А что этот блок делает с финалистами? Он устраивает между ними турнир. Есть специальная псевдослучайная функция. В статье она называется G-функция. Она берет секретный ключ, берет несколько предыдущих слов и берет слово кандидата и выдает число. Дальше кандидаты сравниваются между собой по этому числу, буквально как в сетке плей-офф. Кто выше, тот и проходит дальше. Победитель турнира и становится следующим словом. Заметьте, любой из финалистов был бы приемлемым ответом, поэтому качество не страдает. Но сама сетка результатов оставляет след. И у этого турнира есть настройка, которая определяет, насколько живучей и насколько заметной будет метка. Первое — это список ключей. Длина этого списка задает, сколько слоев водяного знака накладывается, то есть сколько раундов в турнире. Вторая, и это самый интересный параметр, сколько предыдущих слов участвует в вычислении. Тут прямой компромисс. Чем больше это слово, тем надежнее детектируется знак. Но тем он хрупче к правкам текста. Меньше живуче, но хуже видно. Классический размен, который приходится настраивать руками. И вот что здесь, вообще говоря, очень прикольно. Для всего этого не нужно переобучать модель. Вообще. Это не дообучение, это не файн-тюнинг.
Это конфиг, который передается в метод генерации. Более того, все это открыто. Продакшн реализация лежит на Hugging Face, референсная реализация на GitHub у DeepMind. Если вы крутите свои модели, вы можете накатить водяной знак на свою генерацию буквально сегодня. Но, вот это важно, если вы вдруг решите так сделать, ваша конфигурация водяного знака — это секрет. Ее надо хранить приватно и надежно, потому что если ключ утек, то ваш водяной знак может кто угодно воспроизвести у себя. То есть подделать вашу подпись. Или наоборот, аккуратно стереть ее из вашего текста. Ключ здесь — это буквально все. Окей, метку поставили. Теперь вторая половина истории. Как ее ловить? И здесь есть штука, за которую я готов авторам прямо аплодировать. Детектор не выносит приговор, он читает вероятности. У него на выходе не два состояния, а три. Водяной знак есть, водяного знака нет и, внимание, я не уверен. Плюс 2 настраиваемых порога, между которыми вы сами выбираете баланс между ложными срабатываниями и пропусками. Вот этот третий вариант я не знаю. На мой взгляд, самое честное, что во всей конструкции это и есть. Потому что вся боль последних лет с и детективами была ровно в том, что они выдавали уверенный процент там, где уверенности нет и быть не может. На основании этого процента людям вообще ломали учебу и карьеру. А здесь система имеет право сказать: у меня недостаточно данных. Запомните этот момент, мы к нему еще вернемся в конце. Дальше. Вопрос, который мало кто задает, а он-то политический. А кому вообще давать этот детектор в руки? Вариантов ровно 3. Полностью приватный, детектор не выдается никому, компания проверяет сама. Полуприватный, детектор наружу не отдается, но доступен через API. Вы отправляете текст, получаете вердикт. Ну и публичный, детектор выкладывается, качай да пользуйся. Антропик говорят, что скоро предложат API для проверки водяного знака. Детали пока дорабатываются, то есть они идут по среднему пути. И, честно говоря, это единственный разумный вариант, потому что полностью публичный детектор — это, по сути, тренажер для стирания метки. Имея детектор на руках, я могу править текст в цикле, который каждый раз проверяя, детектится он уже или нет. Публичный детектор убивает сам себя. И еще один любопытный технический факт напоследок. Модели с одинаковыми токенизаторами могут делить между собой одну конфигурацию и один детектор. То есть целое семейство моделей может носить общий водяной знак. Это, если подумать, довольно интересно с точки зрения того, как дальше будет устроена вся эта экосистема проверок. Ну и теперь моя любимая часть, где все это ломается. Потому что метод, правда красивый, но у него есть слабые места, и Антропик честно сама их описала. Слабое место номер 1. Короткие тексты. Логика простая. Метка живет в выборах между равнозначными словами. Мало текста, мало выбора, мало сигнала. На одном предложении детектор вам ничего вероятного не скажет. Чем длиннее кусок, тем выше уверенность. То есть твит поймать практически нереально. А вот статью на 3 страницы вполне. Слабое место номер 2, и вот оно прекрасно. Чем более фактическим является текст, тем хуже он метится. Пример из статьи Антропик просто идеальный. Смотрите. Главный труд Исаака Ньютона назывался «Математические начала натуральной...» Чего? Только философии, верно? Кажется, другого варианта быть не может. И это не вопрос стиля, это вопрос правды. И метки тут просто не за что зацепиться. Выбора нет. Вдумайтесь в иронию. Чем точнее и фактурнее текст, тем меньше в нем водяного знака. Отсюда, кстати, следует слабое место номер 3. Это код. В коде в огромном количестве мест нужна ровно одна правильная формулировка. Иначе все ломается. Модель написала 2 плюс 2 равно, дальше, очевидно, только 4. Никаких равнозначных вариантов. Поэтому код в целом помечается заметно слабее, чем обычный текст. Метка, наверное, может жить в комментариях, где формулировка свободная, но на сам код это практически не влияет. Так что, если вы боялись, что метка испортит генерацию вам вашего кода, наверное, не бойтесь. Слабое место номер 4. Вычетка и редактура. Смотрите, водяной знак ставится только на те слова, которые выбрал сам Клод. Если вы дали ему свой текст, попросили поправить запятые, опечаточки, обратно вы получите текст, где 99% слов ваши. Метки садиться просто не на что. Все, что она может, это несколько внесенных правок, и этого, скорее всего, не хватит, чтобы что-то зарегистрировать. Чем больше пишет сам Клод, тем больше решений он принимает. И, соответственно, тем больше места для меток. Из всего этого становится очевидно, какой текст помечен больше всего. Тот текст, который на 100% сгенерирован нейронкой. Например, если мы возьмем какой-нибудь перевод, здесь вы даете какую-нибудь свою статью, на выходе получаете переведенный текст, он помечен плотнее, чем вообще все, что только может быть. Но и, очевидно, возникает очень закономерный вопрос. А можно ли переписать текст так, чтобы сбить метку? Ответ честный, до определенной степени да. Легкая правка знак, скорее всего, не убьет, а вот полная переписка, где заменено каждое слово, убьет наверняка. Но заметьте, какой изящный аргумент приводит сам Антропик. Если вы заменили в тексте каждое слово, то это уже, вообще говоря, вопрос философский. Можно ли такой текст все еще называть сгенерированным? Ведь вы его сами же написали.
Заново. Итак, с текстом мы закончили. Что там с файлами? Там устроено все совершенно иначе. И это важно не путать. Когда Клод отдает вам файл какого-нибудь поддерживаемого типа, PNG, JPEG, SVG, он не вплетает ничего внутрь. Он прикрепляет к файлу криптографически подписанную запись метаданные. Этот файл был создан или обработан с участием Клода. Это открытый отраслевой стандарт, называется C2PA. Это тот же самый стандарт, которым пользуются производители фотокамер, там фоторедакторы. Они фиксируют происхождение снимка. Любой инструмент, который умеет читать C2PA, эту запись увидит. Anthropic обещают еще и свой, куда можно будет просто закинуть файл и проверить. И тут, мне кажется, лучшая аналогия для разницы между двумя механизмами. Водяной знак в тексте — это акцент. Он в самой речи, он неотделим, он едет с вами куда угодно, а C2PA у файла — это паспорт в кармане. Паспорт подделать трудно, он подписан, по нему даже видно, вскрывали его или нет, но паспорт можно просто выкинуть. Что и происходит. Сделали скриншот, метаданных нет. Пересохранили в другом формате, данных нет. Прогнали через конвертер, залили в соцсеть, которая пережимает картинки, данных нет. Ничего не подделано, просто бирка отвалилась. Теперь давайте про то, что все это значит лично для нас с вами. И тут несколько хороших новостей подряд. Первое и самое главное. В водяном знаке нет вообще никакой информации о вас. Ни о вас, ни о вашей организации, ни о вашем чате. Из метки нельзя вытащить, кто ее поставил. Метка говорит про модель, а не про человека. То есть это не слежка, как многие сразу подумали. Второе. Лишних токенов не появляется. Значит, цена не меняется вообще. Третье. На скорость влияние пренебрежительно малое. И четвертое. Это не меняет ваши права на текст. Кому принадлежит сгенерированный результат, кто за него отвечает, вопрос остается таким же открытым, как и раньше. Что касается покрытия, оно тотальное. Метка ставится на уровне модели. Это значит, что она есть везде, откуда бы текст не пришел. Через API, через веб-интерфейсы, через Cloud-код, через Cowork, через интеграции. С метаданными для файлов чуть сложнее, там поддержка зависит от конкретной платформы. И отдельно, модели, вышедшие до 2 августа, попадают под переходный период. Для них поддержку сейчас докатывают. Ну и теперь главное, смотрите внимательно. Если метка найдена, то что это доказывает? Только одно, что Клод, вероятно, был как-то причастен к этому тексту. Не Клод это написал, он был причастен. Клод мог написать это с нуля, а мог тяжело отредактировать ваш собственный текст. А мог просто перевести чужой. Метка не отличает автора от редактора, и, что критично, она никак не доказывает, что человек этого не писал. А теперь в другую сторону. Если метку не нашли, что это доказывает? Тоже практически ничего. Метки может не быть, потому что текст сделала модель, выпущенная до введения меток. Или другая нейросеть с другим ключом, или вообще без водяного знака. Его когда-то написала или переписала, или потому что кусок слишком короткий, или потому что текст переписывали, или потому что это была вычетка. Отсутствие метки — это не справка о том, что человек это писал. То есть вы понимаете, о чем я? Это не инструмент обвинения. Ни в универе, ни на работе, ни тем более в суде. Ни в одну сторону. И Anthropic это пишет прямым текстом. Водяной знак может показать только то, что модель, вероятно, где-то к этому прикасалась. И все. Кто бы вам что ни рассказывал про «теперь-то мы их всех поймаем», в первоисточнике написано ровно обратное. И вот здесь стоит вернуться к тем самым детекторам и текста. Как они вообще работают? Совсем иначе, потому что ключа у них нет. Они смотрят на стилистические повадки моделей. Например, и это прямо в статье Anthropic упомянуто, нейросети подозрительно любят определенные конструкции текста. То есть детекторы ловят манеру. И это статистика стиля, по сути. И отсюда все душераздирающие истории про студентов, чьи собственные работы система уверенно обвинила сгенерированными. Потому что человек просто пишет аккуратно и структурно. Водяной знак — принципиально другая история. Это не гадание по манере, это проверка по ключу с честной вероятностью и с правом сказать «я не знаю». Это на порядок более здоровый подход, и он не приговор. И вот эту разницу между более здоровым и окончательным очень важно держать в голове, потому что бюрократия во всем мире будет очень хотеть ее не заметить. Давайте я закончу мысль, которая в этой всей истории меня зацепила сильно. Смотрите, что я имею в виду. Мир тихо разворачивается от идеи детекции к идее происхождения. Раньше задача формулировалась так: давайте ловить ИИ-тексты. Теперь она формулируется иначе. Давайте у контента будет подпись о происхождении. Это ровно та же логика, по которой камеры подписывают снимки. Не поймать подделку, а подтвердить источник. И вот здесь вылезает парадокс, который, кажется, определит следующие несколько лет. Мы сейчас на глазах строим инфраструктуру, которая умеет доказывать, здесь был ИИ. Умеет доказывать. С оговорками, с вероятностями, но умеет. А вот доказывать, что здесь был человек, она не умеет вообще никак. Такой технологии не существует. При этом чем дальше, тем ценнее будет именно второе. И я подозреваю, что следующая большая история будет не про водяные знаки для машин, а про подписи для людей.
Ну и последнее. Все крупные игроки подписали один и тот же кодекс. Значит, в течение ближайшего года у каждой большой модели появится своя метка со своим ключом. Мы въезжаем в мир, где почти любой текст в интернете носит невидимое клеймо производителя. А прочитать это клеймо сможет только тот, у кого есть ключ. И вопрос, кому и на каких условиях будут выдавать ключи? Это, я уверен, будет отдельный большой сюжет. Ну, наверное, мы когда-нибудь про него тоже снимем видео. Ну что, друзья, что вы об этом думаете? Это шаг к нормальной прозрачности или первый кирпичик в стене, о которой мы потом пожалеем? Если досмотрели до этого момента, до самого конца, значит, тема ваша. Подписывайтесь, оставляйте лайк. Здесь мы такие штуки разбираем регулярно и по-честному. Ссылки на первоисточники в моей бесплатной телеграм-группе. Ссылка внизу. Залетайте к нам в прогруппу. Ссылка тоже внизу. До скорых встреч. Увидимся.